Здравствуйте, мои друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный десерт. Это мороженое, шоколадное мороженое. И для его приготовления нам понадобятся сливки и шоколад. Готовится очень просто и быстро. А если вы впервые у меня в гостях, оставайтесь, вы увидите, что это действительно так. Для нашего мороженого нам понадобится 500 мл жирных сливок. 100 мл мы выливаем в ковшик с толстым дном, добавляем 100 грамм сахара, и на маленьком огне нам нужно прогреть сливки, но не кипятить, чтобы сахар растворился. В мисочку мы высыпаем 170 грамм темного шоколада, у меня 60%, и заливаем горячими сливками шоколад, даем ему минут 5 постоять. Пока стоит наш шоколад и греется, мы взбиваем оставшиеся 400 мл холодных жирных сливок до мягких пиков. Долго взбивать не надо, иначе сливки превратятся в сливочное масло. Размешиваем нагретый шоколад. Вот такая масса у нас получается глянцевая, однородная, называется ганаш. И в этот шоколадный ганаш мы добавляем 3 столовые ложки взбитых сливок. Это нам нужно для того, чтобы выровнять температуру нашего ганаша, чтобы он был комнатной температуры. И выкладываем в ганаш оставшиеся взбитые сливки и все размешиваем до однородности. Друзья мои, если вам нравится видео, вы можете поставить лайк. Это поможет продвижению видео. Алгоритм YouTube поймет, что видео нравится, и предложит посмотреть его другим зрителям. Вот такая однородная масса у нас получилась. Выкладываем ее или в контейнер, можно в пластиковый, стеклянный, или вот как я, это формочка для кексов. Она длинная, удобно будет потом такой специальной ложкой делать шарики из этого мороженого. Пошаговый рецепт вы можете прочитать в описании под видео. Мы ничего больше не делаем, просто накрываем пищевой пленкой наше мороженое или крышкой от контейнера и отправляем в морозильник на несколько часов, лучше на ночь. Как видите, все очень просто и быстро, ничего мы не мешали в процессе замораживания, все у нас получилось. Ну что, будем сейчас пробовать. Нужно, конечно, дать мороженому постоять при комнатной температуре хотя бы минут 20, чтобы оно стало мягким. Но мне так не терпелось попробовать, что я не выдержала и стала его набирать, когда оно еще такое достаточно жесткое после морозильника. Ну что, пробуем. Это волшебно. Шокоголики, вы будете в восторге. Яркий шоколадный вкус. Текстура идеальная, бархатная, никаких кристалликов. И ведь мы ничего не мешали за время замораживания этого мороженого. Очень вкусно. Друзья мои, в летнюю жару, ну что может быть вкуснее? Приготовьте. А мне будут интересны ваши комментарии, и я всегда рада вам у себя на кухне. Мира вам, радости и добра.